Да, ребятки, hello, как говорится, вернее, guten Tag, приветствую вас в Германии, и сегодня посмотрим по-настоящему интересно. Недавно были в Дюссельдорфе на выставке автодомов. Душа просит красоты, настоящей красоты. И вот она перед вами. Под Airstream сделана. Это польский прицепчик. И внутри вот такое. О, вот это уже другой вариант. Такого мы уже не видели. Да, там было много всего интересного. Дома-внедорожники, дома с интересным дизайном, автодом с гаражом. Но все это как будто мы уже где-то видели. Да, в новостях, в наших обзорах. Поэтому сегодня... Так, небольшая пауза, секунду. Ждем. В Дюссельдорфе еще был прицеп за 11 500 евро. 11 950. Чувак, я нашел. То есть вот, ребятки, ниже 10 тысяч это будет что-то прям совсем такое странное. 11 950 евро. Ну, не дешево, да, не дешево, но это сейчас минимальная цена на автодом, хоть какой-то автодом, естественно, прицеп в Европе, на качественный автодом. Внимание. Ребятки, наконец-то. Автодом, кабриолет, Skydancer. Давно мечтали вам его показать, но вот наконец-то приехали в Дюссельдорф, договорились, человека зовут Петр, да, Петр, договорились с Петром, и он пригласил нас сюда. Обзор, поехали. Ребятки, вот правда, давненько автодом не вызывал такие приятные эмоции, потому что что-то новое, что-то интересное, необычный дизайн. У этого автодома интересная история, то есть это частный проект, не какой-то там большой компании, и приятное, почти финальное воплощение. То есть это не самый-самый финальный продукт, есть что-то где-то местами, особенно внутри, вот снаружи почти все доделано, но внутри будут некоторые детали, не обращайте внимания. Итак, ребятки, перед нами автодом, который называется Skydancer Concept Desert Diamond. Что пишут? Это концепт роскошного автодома, роскошного, сами понимаете, да, в этом форм-факторе. Это компания Demble, $1,5 миллиона, но, мне кажется, своих денег стоит. Красавчик. И спереди смотрится тоже классно. Но вот в этом форм-факторе слово «роскошное» отчасти применим. Так вот, концепт, типа роскошного автодома, разработанного компанией Skydancer, которая специализируется на создании уникальных кемперов с инновационным дизайном. И, кстати, вот интересный факт. База для этого автодома – это вот эта машина. Покажи туда, пожалуйста. Вот стоит Fiat Ducato, стоковая стандартная кабина. И чтобы вы понимали, сколько работы было проведено переделать вот такое вот в такое. Вот это прям мощная переделка. Первые концепты были построены на базе автомобилей Mercedes, грузовичка. Теперь Петр взял за основу Fiat Ducato. Мы вот 3 раза его спросили, достаточно ли этой базы, с виду такой небольшой грузовичок, да, для вот такого вот автодома. Он сказал, что расчеты точные, мощности хватает, длины хватает, прочности кузова, все просчитано. Характеристики. Двигатель турбодизель 2,2 литра от 140 до 180 сил, в зависимости от комплектации, 6-ступенчатая МКПП или 9-ступенчатая АКПП. Давайте посмотрим, что у нас по кругу. О, так интересно! То есть обычно мы приезжаем в гости там, в Волга-Трейд, допустим, компании. Компания Волга-Трейд – автодом на базе китайского грузовика. Кстати, с двух сторон 2 больших холодильника и морозильника будет выезжать на платформе. Это небольшая компания Skydancer, где-то что-то недоделано. Не обращайте внимания, в частности, будьте добры, вот сюда. Это один из первых таких предсерийных экземпляров, и, естественно, когда пойдет в более-менее какую-то серию, 2025-2026 год, и здесь все будет красиво. И пространство, видите, мне показалось, тут много пространства не использовано. Я думаю, что оно будет как-то более разумно использовано. Так непривычно видеть слово «кабрио» на автодоме, но это правда автодом кабриолет. Я хотел, знаете, ага, вот нужна резиновая кнопочка, открываем и так мягонько. Пока не поставили. Вот уже поцарапан. Это не мы, это был. Кажется. Смотри, тут можно бюджетные места продавать на рейс, как скамеечка сделана. Вот тут вот хотел показать. Видите, все уже аккуратненько, все провода, кабель менеджмент, панели стоят. Но прямо сейчас работа идет, вот что-то где-то стоит. Ну, места много. Интересный стопак. То есть раз-два стандартные стопаки, фонари, и еще один вот здесь вот находится. Ребятки, прям смотрите, прям сходу. Не сбавляя скорости. Нормально, можно ехать. И не зря зашел, кстати, потому что оттуда не было видно, а отсюда увидели вот что. Я думал, что тут будет проход туда. Это, кстати, идея тоже нашего заказчика. Ну, почему нет? В целом, если там открыть, можно передать воду. И тут у нас электрощиток. Аккумулятор стоит один, но есть отсек под второй аккумулятор и вот такой электрощиток. Дверь в кабину получается одна. Да, тут двери нет, как в «Газель». А «Газель» этой двери
Двери этой газели, они тут вот, собственно, это все, да, то есть других дверей здесь нету. А, вот тут все нормально. Раз магнит и два магнит. 5 копеек стоит, а удобство. Классно. Заходи. Я говорю, детали, конечно, детали рождают совершенство, да? Вот я вижу рычаг коробки переключения передач. Там автомат, заметьте. То есть уже следующая версия будет уже для многих комфортнее и привычнее. Здесь вот пока вот в таком виде. Офигеть. Ребятушки, 2 года мы мечтали снять этот автодом, и наконец-то мы здесь. Во-первых, вот такого нет почти ни у кого. Обычно 2 кресла спереди и 2 вот этих вот сидушечки сзади. А вот здесь, даже если мы едем на втором ряду, круто. Есть USB слева, вот здесь зарядочка, 2 USB. Двигается вперед-назад, и наконец-то у второго ряда можно откинуть кресло назад. А то обычно сидишь вот это вот 90 градусов, а здесь прям можно кайфово сесть. Absolutely fantastic. Yes. Fantastic. We have some special feature, no? Aha. Normally you have this stern seat to turn in every camper, no? In our car it closes automatically. If you take ignition on, Ага. you are in the right position. That's fixed, no? Oh, really? Yeah. Wow. Second, normally you have a problem. If you turn the seat, the steer wheel, you can move the steering wheel. Ого. Вау. And if you go so, Nice. you have some much more place. Еще обратите внимание, ребятушки, это зеркала заднего вида. Вернее, их здесь нет. Камеры включаем. И запускается комп. 12,3 дюйма, пожалуйста, работает. Обзорность, конечно, фантастика. Нигде никогда такой обзорности ни в одной машине, честно говоря, мы не видели. Опускаем. Самый смешной интерфейс вот здесь. Видимо, это тормозная жидкость, что ли? Ну, это предсерийный экземпляр. Ну, коробка переключена. Так, погоди. Да не, нормально. Довольно удобно. Но следующая версия будет на автомате, поэтому я думаю, это вообще не актуально, даже можно об этом особо не говорить. Есть шторки, вот штора опускается, вот, закрывается вот сюда вот. Боковая штора тоже есть, то есть здесь можно как бы зашториться и зашториться. И сидеть, допустим, обедать, чтобы вас никто не видел. Этот столик тоже поднимается, так же, как здесь, и у вас вот такая вот зона. Так, давайте посмотрим туда. Во-первых, переход. Идеально. Есть панель вот здесь вот. Пока загружается. Давайте пока тут посмотрим. Где-то что-то. Тут не смотри, пока тут просто шкаф для белья. Вот это вот. А, вот, там заработало. Смотри. Ага, так. Все, нашел, ребятки. Вот уже другое дело. Так, давайте еще раз. Шкаф. Здесь бельевой шкаф. В процессе. Провода все приберут. Туалета нет. Пока не поставили. Вот. Душевая кабинка почти готовая. И тут будет туалет. Такого я еще не... Вот это ноу-хау. Смотри, дверь открывается в обе стороны. Раз, два. Кухня. Опять же, просторно, удобненько. Холодильник большой. Морозилочка тоже есть. Вот такая вот. Шкаф. Тут можно еще один автодом собрать, наверное, из запчастей. Шкафчики вот здесь вот. И плита. Шторка есть, но двери никакой нет. Можно, как мы знаем, по Волготрейду сделать вот двери. Это каюта? Каюта у нас нельзя открывается. Вот так. Вот здесь вот видим 2 отсека. Мне нравится этот интерфейс. Скотч и поролон. Это прям залог успеха. Открываем и... Видимо, оставалось свободное место, использовали, чтобы что-то разместить. Вот что я не понял, это столик вот этот. Нафиг он нужен? А, смотри. Вот так вот убирается. Я так понимаю, чтобы сидеть, наверное. Вот так, подушка сюда кладется. И удобно, правда. Интересное такое решение. Мы ни разу такого не видели. Блин, так клево. Слушай, прям можно сесть, почитать. А самое клевое — это вид. Ты посмотри, какой вид открывается. Вот, конечно, деревяшечка здесь.
Вот оно, да, вот это движение. Та-дам! Лег. 2 метра, почти. Так, окей, сейчас позовем Петра, спросим насчет прокатиться. Он будет за рулем, кружечку сделаем, посмотрим, как оно шумит, не шумит, и как крыша открывается, пока дождь не пошел. Да, пойдем. Неплохо. Ребятушки, приятные новости от компании Infinix. Они сделали смартфон с классными камерами и недорого. Новый Infinix Zero 40 5G. В Infinix говорят, что это лучший смартфон для съемки влогов. Фронталочка Samsung 50 мегапикселей. Основная камера тоже Samsung 108 мегапикселей, 4К 60 FPS и оптическая стабилизация. Еще из приятного, до 24 гигов оперативки и 512 встроенной памяти, закругленный AMOLED-экран 144 Гц, подэкранный сканер отпечатков пальцев, аккумулятор 5000 мАч и быстрая зарядка 45 Вт. Доступные цвета титановый, черный и вот такой вот фиолетовый. Стоимость приятная. Информация по ссылке в описании. Продолжаем. So this is one of the first versions, right? Or the first one? This is the first one. The first one. Where is it now? Somewhere in Germany, in YouTube, you can see video about it. How many people work here with you? Only 3 people. We are only 3 people. Wow. Yeah. But everything what we build, we order by the suppliers. So we made a project here, all engineering, and we are looking for the partner that can build it, elements from steel or GFK, or Yeah. everything. All these things will be delivered to Okay. us, and we build it on the car. So this is the whole factory. This whole factory. Alright, and we go. Вид, конечно, обзорность, the view is like perfect. Let's peek. That's the city. This is, but we 2 minutes later. Okay, gone. no sound. It's Okay. gone. What's this for? This one. Yeah, that's the brake fluid. It will be covered, of course. Alright. But what about documents? Is it official? We are in the process, you know. We become the. It is first month for the test file. We have it in 2 months, maybe. But right now you can ride it officially. Yeah, yes. Darius. If you like, Yeah. you can stay for a short time. Huh? Yeah, There's like no police here. no police like. You can make pictures. Yes. You can say if you like. And the special feeling you see is it's much space. As it's Yes, really a lot of in space. this car. No? Not really wide. No? Yeah. It's 2.15 m. But you feel like in the autobus, you know, right? Yeah. You need no air conditioning. We have also air condition, but yes, it's closed. Ну, это несравнимо ни с чем. Вот просто ни с чем. То есть мы на таком, даже близко, ни на чем таком не ездили. Because of this second floor, Yeah. you have much less noise from engine. Yeah, absolutely. And who are your customers? From which countries? Every country. Many countries. People ask from, of course, German guys or Netherlands, but also from USA or Japan. Oh, really? Japan. But can you send it to United States? Deliver. Yes, of course. We have this brand, Skydancer, registered in the USA. Next year we will sell the cars also in the USA. But you have only 3 people to build it. Yes. How do you But it will be changed. We have a production partner. You know, we will. Oh wow. In the future, probably the cars will be built in Italy. Next time. Is it a big company, like famous company to build it? Yes, but it's just, at the moment a little bit secret. Okay. So this one is built like handmade, and maybe next one will be factory made. This one, yes.
How many units do you think you can build every year or every month? I think next year, if we start this cooperation, we can in 1 year build about 50 cars. Wow, 50 is good. Yeah. Can we close the roof right now? Yeah. One button, right? Так, Рыбка, смотрим. Attention. It's very quiet. I was expecting like noise. Oh, wow. Как в домике. And then you have second step. Yeah. Now. And it's closed. Nice. And it's very fast, like 5 seconds. Can we open it back? Yes, of course. Fantastic. How safe it is? How safe? What Yes. do you mean? I mean, if it's, for example, broken, can you close it with hand? Not so simple. Because you know, this is just in every car you have windows to open electrical. Yes, and you can close it with your hand, yes. Yes, if it doesn't work, you must go to the service. To set the Okay. service. Yeah, by the way, how do you plan to make a service for these cars? Yes, if the production will growing, we will find the dealer there. Так, радиус разворота, внимание. It's very maneuverable, Also very easy to drive. very easy. You need some, of course, Practice. practice few hours, but because it's not so big, you can ride small streets. Have you received any calls from Adria, for example, or other companies like sell us the license or No. no? Try to sell to some companies, but big companies are I think they are very conservative. They have a product, they know, Yeah. sell it a few years and it's running, and they don't want to make too big changes. But still, maybe you're ready to talk about this. If someone calls you, Yes, of course. But at the moment, I think maybe it's done because we have one partner, production partner. The partner is strong enough to build a new factory if it's the whole factory only for this car. If it's necessary. Have you ever considered any other car, like big car, like Mercedes truck, for example, to make a huge cabrio? Yes, of course, it's possible. You have seen our first car was much bigger than this. Yes. Our philosophy is to make a car that are not so big. No? Yeah. You can travel, make small trips, like so a little bit like a big SUV, not so really motorhomes. Yeah. But how did you decide to build this? How the idea came? Maybe the first idea was for 15 years. 15 years ago. 15 years ago, yes. And then I many years, maybe 5 years, I done nothing. Just thinking about it. The first idea, I had some motorhome, so old American motorhome, and we make a vacation. We go to Poland, then to Litva, and Lapland. Very beautiful landscapes. So Yeah. forest, Yeah. not so many cities on the seaside. And we was in this with this motorhome on the way. Beautiful landscape, small ship clouds, over you. Yes. And but we have this bed over the cabin. Yeah. You cannot see much from the sky. No? And we made one stop on the seaside. And we go to the beach. I take a small piece of wood, and on a nice sand I was made drawing. Concept. That was the very first beginning. That's how new products are made. Yeah. The idea. And this is not normally in motorhome. This is very nice to travel for the people at the front. No? Yeah. And the rest of the people sit inside. Yes, and like seats in closed, like this. Closed space. In this car, every people can enjoy the drive.
have a good view and fresh air. We are really impressed. Really impressed. Thank you so much. Thank And you. we wish you good luck. Thank you. Thank Thank you. Ребятушки, вот такая вот история. Автодом Кабриолет ожидания не то что оправдал, даже как-то превысил по впечатлениям и вау-факторам. Теперь, что касается цены. 230 тысяч евро. Тут вот такие, что-то вообще дорого. Но на выставке в Дюссельдорфе мы заметили, что сейчас какой-то вот обычный автодом стоит... Обычный автодом стоит 100, 150, 200 тысяч. Вот прям самый простой. Вот такого же габарита, форм-фактора и размера. А тут уникальный автодом Кабриолет. Ручная работа. Хотел сказать, желающие найдутся, желающие уже есть. Вот этот у нас продается. Две базы стоят, они уже тоже, предоплата внесена. Будут два автодома на автомате, автодома Кабриолета. Ждем ваш комментарий. Ждем ваш комментарий, увидимся, пока.